Приветствую вас, уважаемые коллеги. Если кому-то интересно, то речь пойдет о премировании руководителей высшего звена, которые по долгу службы выступают от имени и по поручению собственников компании. Предположим, что по итогам года получена прибыль, и щедрый хозяин готов выделить определенную часть прибыли для поощрения тех сотрудников, которые отвечали за этот результат. Проще, конечно, разделить эту сумму поровну, но если по справедливости, то задача состоит в том, чтобы дать оценку каждому руководителю и определить размер вознаграждения, для чего введем такие понятия, как сбалансированная система показателей, рейтинговая карта руководителя РТК и ключевые показатели эффективности KPI. Многим эти понятия на слуху, и я не буду тратить ваше время на теорию. Все это можно узнать на просторах интернета, кто был автором системы сбалансированных показателей, что такое KPI и прочее. Цель этого видео – продемонстрировать конкретный пример, который я подготовила для туристической компании, только надо понимать, что все цифры, конечно же, в нем будут носить условный характер. Итак, предположим, у нас 5 руководителей, возглавляющих свои офисы в разных регионах, с разными доходами и числом сотрудников, но с одинаковым окладом. Регион, который получает по итогам года убыток, не участвует в программе поощрения. Итогами подсчета будут являться ключевые показатели эффективности работы руководителя. Для этого на каждого руководителя заводится рейтинговая карта, которая содержит 4 функциональных блока. 3 из них заполняются на базе нефинансовых показателей и называются они инфраструктура, кадры, рынок, клиенты, качество бизнеса. И последний блок с финансовыми показателями. Финансы и экономика напрямую зависят от чистой прибыли, полученной в календарном году. При заданных условиях по каждому показателю считается рейтинговая оценка в баллах. Отмечу, что представленные показатели напрямую зависят от вида деятельности, и в вашей компании их может быть больше или меньше, и они будут иметь другую терминологию. Также прописанные к ним условия могут быть совершенно другими. Главное, здесь важно понимать, что в компании есть жизненно важные для бизнеса индикаторы, которые прямым или косвенным способом влияют на прибыль. Давайте начнем разбирать первый блок инфраструктура и кадры. В него вошли 3 основных показателя, которые дают оценку административной работе руководителя с трудовыми и другими хозяйственными договорами. Здесь предложены условия для получения рейтинговой оценки и ее величина. Первый показатель – средняя численность персонала, который находится в подчинении руководителя. При численности до 15 человек назначается 0,5 баллов, от 15 до 31 балл, свыше 30 человек 2 балла. Обязательно указываем количество сотрудников основного производства, которые приносят доход, и вспомогательного, потому что следующий показатель, структура персонала, показывает соотношение количества офисных сотрудников к общему числу персонала. Это важно, так как расходы на содержание офисных сотрудников относятся к накладным расходам, причем еще и постоянным. А это очень влияет на рентабельность бизнеса. Поэтому в этом примере не рекомендовано превышать 20%. У нас вышло 11%, поэтому оценочный балл получается 2. Следующий показатель – количество открытых офисов. Это тоже определенный объем работы для руководителя, ответственность и контроль, поэтому чем меньше офисов, тем меньше оценка. Теперь подводим итоги. В нашем примере руководитель получил максимальные оценки, и общая сумма баллов составила 6. Следующий блок – рынок, клиенты. Первый, самый важный показатель в туризме – это количество заехавших туристов. Обратите внимание, что рейтинговая карта содержит также и плановые значения. Это нам дает возможность легко сравнивать намеченные цели с фактическими результатами. Вы уже, наверное, успели заметить, что максимальная оценка в приведенном примере 2, за исключением показателя продолжительность сезона, там 2,5. Следующий показатель – количество покупок, необходим для получения коэффициента покупательской активности. У вас это может быть средний чек. Все зависит от вашей CRM-системы и ключевых показателей, которые оказывают влияние на прибыль. В этом блоке предусмотрено 5 ключевых показателей. С условиями можно ознакомиться, поставив видео на паузу. Ну и подводим итоги. 9 баллов составила рейтинговая оценка номер 2. Третий блок отвечает за качество работы и управления руководителя. Вы тоже можете дополнить его в зависимости от специфики вашего бизнеса. В моем примере также можно было учесть оценку туристов при анкетировании и определить уровень обслуживания туристов, но так как такая статистика не велась,
я оставила в этом блоке два показателя. Новые экскурсии, то есть обновление ассортимента, и еще один показатель, который по итогам года собирается из разных отделов. Все-таки от эффективности взаимодействия и коммуникации между отделами зависит стабильность работы всей компании. И здесь мы видим, что руководитель явно игнорировал просьбу бухгалтерии, что та и в сердцах поставила оценку 3. Надо сказать, что условие этого показателя достаточно карательное. За базовое значение принимается 5, если меньше 5, то накопленные баллы уменьшаются на единицу. Отделам достаточно сказать не 5 или просто 5. Всего по этому блоку рейтинговая оценка номер 3 составила единицу. Общая оценка нефинансовых показателей составила 16 баллов. И переходим на блок «Финансы и экономика», который я представляю в очень усеченном варианте. То есть здесь фигурирует один только показатель «Чистая прибыль», хотя блок охватывает и экономику бизнеса. На мой взгляд, я бы обязательно добавила рентабельность основных видов деятельности, ведь можно удачно продать неликвиды и получить хороший куш от сделки, при этом потерять контроль над продажами и другими важными для получения прибыли показателями. В моем примере прибыль по этому региону получена и превышает планируемую на 20%, в связи с чем рейтинговая оценка равна 1,2. По той же схеме заполняются рейтинговые карты для всех руководителей. Вот у нас регион 2, регион 3, регион 4 и регион 5. Тоже имеют свои рейтинговые оценки. И возникает вопрос. Хорошо, результаты работы мы измерили и оценили, то есть X мы получили, а как рассчитать Y и превратить нашу оценку в деньги? Ведь премия измеряется в денежном эквиваленте. Все очень просто. До того, как принять решение о размере премии, собственник подготавливает базовый расчет премии с предельно допустимыми оценками. Возвращаемся в нашу рейтинговую карту и смотрим на условия. Например, структура персонала. Рекомендовано 20%, за что максимальный балл будет 2. Значит, в базовом значении он составляет 2. Ну и так далее. То есть по рейтинговой карте, в зависимости от региональных особенностей, подсчитывается максимальная сумма баллов, которую может набрать руководитель. Вот она выделена красным цветом. А далее все эти значения заносятся в заранее подготовленную сводную таблицу, где мы наглядно видим максимальные оценки, на которые, собственно говоря, и ориентируют руководителей. В левой таблице также указывается сумма ожидаемой прибыли, чтобы понимать, какую часть выделить на премирование, как говорится, сколько не жалко. И после этого получаем расчетную цену 1 балла от нефинансовых показателей и процент вознаграждения от финансовых результатов. В моем примере выделена сумма 80 тысяч условных единиц на премирование. 40% от этой суммы пойдет на премирование от нефинансовых показателей и 60% от финансовых. 32 тысячи мы делим на итоговую сумму максимальных оценок 75,5 и получаем цену 1 балла. А 48 тысяч делим на прибыль 1 580 000 и получаем расчетный процент 3%. Теперь переходим на фактические оценки и умножаем их на утвержденные цены. Напомню, балла и процента. Для наглядности сведем эти таблицы на один лист и сравним, что мы ожидали и что получилось на выходе. Вот они, наши максимальные оценки, умноженные на цену 1 балла. Определяем первую часть премии от нефинансовых показателей. Далее умножаем плановую прибыль на расчетный R4, корректируем сумму на коэффициент перевыполнения или недовыполнения плана. Напоминаю, что убыточный регион в программе премирования не участвует, поэтому вся его сумма сгорает. И на выходе мы получаем 73 771 условная единица, что, соответственно, меньше планируемых 80, так как не все руководители достигли максимальных оценок. Осталось только добавить, что раньше, чем объявлять о расчетных суммах балла и процента вознаграждения с прибыли, можно поэкспериментировать с цифрами в базовом расчете и в итоге выбрать самый оптимальный вариант. Давайте посмотрим, если мы
Допустим, здесь поставим 135 тысяч, что будет, да? 50 тысяч. То есть вот на условие, что если. Да? Ну, когда собственник окончательно утвердится в своем решении, ему можно уже оглашать эти полученные цифры. В любом случае, как бы мы ни игрались, как бы мы ни старались, правило одно. Сумма к выплате не должна превышать выделенную и утвержденную сумму для премирования руководителем. И в этом, в принципе, заключается вся моя идея расчета. И мне бы хотелось получить от вас обратную связь. Что вы думаете о таком подходе? Для меня это очень важно. Я буду ждать ваших комментариев. Если вас заинтересует этот проект, внизу под видео я напишу свои контакты. А на этом я прощаюсь. Как всегда, спасибо за внимание.